Мини-пауэрстанция или огромный пауэрбанк с розеткой для роутеров, для путешествий, для зарядки огромного количества устройств, конечно же, с быстрой зарядкой, с розеткой на 200 Вт и емкостью 154 Вт-часа. Это приблизительно 41 600 мАч. Очень неплохая, скажем так, очень неплохая мини-пауэрстанция, микро-пауэрстанция, как я ее называю, на литиевых батарейках. Вот такая, знаете, как зачастую сейчас на роутеры в Украине лепят пауэрбанки, так вот здесь ничего лепить не нужно. Еще и пауэрбанк полноценный, с розеточкой. Включили сюда медиаконвертер через переносочку вместе с роутером. Кстати, мы сейчас посмотрим с вами, как это выглядит. Хотя, слушайте, а давайте сразу перейдем и посмотрим, как это выглядит после заставочки. Ну вот, теперь рассмотрим этот пауэрбанк или микропауэрстанцию в плане того, что будем запитывать роутер. Запитаем роутер, запитаем телевизор, даже элементарно мы, воткнув телевизор в эту штуку, он будет работать. Но мы должны понимать, что он не подойдет для, допустим, той же самой цели подключить котел, либо подключить холодильник. Давайте, вот включилась у нас. Даже на чуть-чуть? Даже на чуть-чуть. Так, пошли включать телек. Все, телек зажегся. Здесь мы просто видим, что у нас пока что потребление 24-25. Окошко достаточно информативное, заряжено на 100%. В принципе, по факту зарядки вы уже поняли, что заряжать можем через DC-шку, можем заряжать через Type-C дополнительный и можно, скажем так, в два горла, да, фигачить. Тут такое дело. Давай, загружайся, Android TV, вот 28 Вт. И мы видим, что там телевизор у нас проработает, 55 Вт, 60 Вт. Нифига себе телевизор, 2 часа. Но не для телевизора данная штука. Работает верхняя зарядочка, вы тоже поняли, уже работает, все хорошо. То есть от этой штуки можно запитать роутер, можно запитать какие-то свои девайсы. Вот мы сейчас отключим, ну лиса, подавай мне кабель. Вот, смотрите, с телевизором побаловались, телевизор нам не интересен, мы не для телевизора его используем. Мы сюда подключаем наш роутер, давайте. И сейчас у меня будет работать, видите, через переносочку. У меня сейчас зажжется, вот, пожалуйста, зажегся у меня роутер. Сейчас мы медиаконвертер чуть-чуть переткнем. Вот, пожалуйста, зажегся медиаконвертер, и сейчас все заработает. То есть, по факту, это, да, это не UPS. Это не UPS, но это очень идеальная штука, допустим, для роутеров. Для роутеров, для ноутбуков. Ноутбуки вы поняли уже, да, но на текущий момент нас интересовали конкретно роутеры. Для блэкаута суперовая. Ну, если уже использовать, да, как обычно используют пауэрбэнки. Воткнули пауэрбэнк и потом юзаем, потом переключаем. А здесь вам не нужно будет этого делать, при том, что он может заряжаться во время использования. То есть, если там вдруг чего-то, ну, как UPS, он работать не будет. И я вам скажу, что такое режим UPS. Это когда он будет делать проброс своей энергии мимо заряжения батареи. А здесь будет заряжаться батарея, одновременно будет использоваться. Это немножко неправильно. Поэтому это Powerbank, это не Power-станция с UPS. Все, у нас роутер зарядился, заработал, он медиаконвертер моргает, пожалуйста. Все поддерживается, тянет спокойно BE7000. И, кстати, вот, пожалуйста, 12-15 Вт. Хватит вот этой штуки. Это мощный роутер BE7000, это 6-7 часов, ну там 6-7 часов в среднем хватит для работы роутера с оптикой. При этом вы можете еще заряжать, но любой источник еще потребления электроэнергии будет у нас с вами забирать, скажем так, потребление тока. То есть эта цифра резко уменьшится. Пошлите обратно и продолжим уже обратно в студии. Ну что, посмотрели? Прикольно, прикольно. А вообще, слушайте, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, ссылка на него в описании под видео. Я покупал в Украину через NP Shopping. Стоит достаточно недорого, еще и промокод Технозон можете использовать. Слушайте, смотрите, вот эта штука классная. Заряжается она от вот такой вот зарядки. От Type-C зарядки. У меня, видите, у меня сбоку есть Type-C, есть DC выход, ну, конечно же, кнопки управления. Есть вот такой вот информативный экран, ну, сейчас я включу, с емкостью, с остаточным процентом, с временем разряда, заряда. Есть две Type-A-шечки и, конечно же, вот такая вот у нас розеточка на 220 вольт до 240 вольт.
да, до 230 вольт, 200 ватт мощности. При том, что у нас есть еще сверху вот такой вот беспроводной зарядничек, и плюс у нас есть активное охлаждение. Очень классная тема, особенно где-то в путешествиях. Я советую, так, откидываю сразу эту штуку, я советую использовать его с какими-то беспроводными моментами зарядки. Конечно же, вы можете заряжать из двух источников, мы это сейчас разберем, еще до 100 ватт можете заряжать его, то есть взять, включить вот DC, включить через Type-C чего-то, и 100 ватт вы получите, быструю зарядку, например. Либо через DC подключить вот такой вот, вот такую солнечную панель, подключить на Type-C еще чего-то и получить тоже суммарную. Я это покупал как бандл, в принципе, там скидка есть, вы сейчас на сайте это все дело увидите, когда мы будем обсуждать, сколько стоит и где я покупал. Но вот эту панель я брал не только к нему. Дело в том, что он имеет огромное количество переходников, можно даже ноутбук заряжать отдельно. Вот, пожалуйста, переходнички, да, для любого ноутбука. Вот такой вот DC-кабель для зарядки. И вот такие вот карабины. Почему карабины? Потому что у нас вот эта штука, она, видите, с такими петлями, вы его можете подвесить на что-то. Вы посмотрите на размер. То есть вот это вот настоящая 60-ваттная панель, которая работает 60 ватт при прямых солнечных лучах летом при идеальных условиях. Понятное дело, что крадется закуска градус крадет, это я имею в виду про тучки и облачка и про различные факторы. Но даже эти факторы нам не портят жизнь, даже если она будет заряжать вам там 20 ватт, если она будет заряжать, например, даже 15 ватт в очень плохую погоду, это все равно будет хорошо. У нее есть вот такой вот небольшой инвертор. У нас есть Type-C-шечка, две Type-A-шечки, самые обыкновенные, без быстрой зарядки. И есть DC-вход и выход. Пожалуйста, вот можете использовать. По солнечным батарейкам, пожалуйста, вы сейчас видите вставочку. Заряжает, работает, отлично, все шикарно. Все отлично. Увидели? Увидели. А теперь мы сейчас идем с вами, смотрим, сколько она стоит, где мы ее покупали. И потом уже мы с вами перейдем на какие-то основные тесты. Я покажу просто варианты использования, какие быстрые стандарты зарядки, стандарты быстрой зарядки использует данная пауэр-станция. Тут особо тестировать нечего. Имеется в виду, это небольшая пауэр-станция. Видите, у нас стоят там. Покажи, пожалуйста, там. Такие, и мы их используем каждый день. Если вдруг у нас блэкаут, то мы работаем на них, и спокойно студия обходится. Заряжаем мы на них и дроны, заряжаем все что угодно, и берем с собой вот эту вот штучку в поездке, очень удобно в машину кинул. А вообще, перешли, посмотрим, сколько стоит. А вот и сайт, официальный фирменный сайт All Power с этой All Powers S200 портативным пауэрбанком 200 Вт, 154 Вт часов. Есть он на немецком сайте, есть он на европейском сайте. Не столь суть важно, заказывать можно в Украину через NP Shopping. С промокодом Технозона он будет еще дешевле, стоит он 119 евро. Если вы добавите в корзиночку его и начнете оформлять, и введете свой промокод уже на этапе чекаута, неважно на каком сайте, на европейском, на, допустим, на немецком, и сделаем apply, то у нас будет минус 12 евро еще. То есть итоговая стоимость 109 евро. Что здесь, что на сайте на немецком одинаково. Можете через знакомых заказать, можете как угодно. Но ссылки все в описании под видео. И на европейский, и на немецкий сайт. То есть через NP Shopping, через знакомых в Украину, пожалуйста, заказывается. О чем идет здесь речь? Идет речь о том, что это у нас 154 ватт-часа. 200 ватт у нас мощность самой розетки AC. Имеется в виду свинки Пеппы. Теперь 1,5 часа у нас зарядка через Dual Charging. То есть его можно заряжать и через, допустим, тот же самый Type-C и плюс через DC-вход. Это все тоже работает. Также у нас можно еще заряжать USB-C, AC и плюс солнечная батарея. Это имеется в виду 3 варианта зарядки. 99 Вт максимальный вход для солнечной батареи. У нас есть зарядка здесь беспроводная. Ну, здесь уже пошло там у нас различные размеры. А теперь смотрим по батарейному типу. Это литиевая батарея, само собой. Никто бы здесь не делал литий-железополимер, слишком маленькая батарея. И это у нас 41 600 мА. Защита у нас от кротного замыкания, от перенапряжения, от овервольтажа, от оверампеража, вот скажем так, такое, от перезаряда, от температурных колебаний и тому подобное. USB-C вход максимальный 18 вольт 2 ампера. Как я говорил, 99 ватт максимальная у нас солнечная батарея.
И тут у нас пошло уже, смотрите, беспроводная зарядка 5 вольт 1 ампер, 5 ватт, ну уж извините. Размерчики, тут все понятно. А теперь давайте посмотрим на варианты использования. Кстати, у нас же ее можно еще купить с батареей. Смотрите, вот такой вот 200 ватт, ой, S200 плюс 60-ваттная батарея солнечная, я вам уже ее показывал. Очень классная тема, кстати, вместе с ней прям очень классно заряжать. То есть вы где-то на природе, если особенно используете. Ну и тут, как они видите, показывают для дронов, для смартфонов, для часов, для ноутбуков, для каких-то планшетов, камер, ну и, конечно же, для роутеров. Для роутеров вообще идеально подходит, отлично. У нас есть различные методы зарядки. Опять же, это они показывают, одно и то же уже пошли показывать. То есть для роутеров она подходит просто идеально. Теперь смотрите, комплекты. Ее можно купить с батареей. Вот, с батареей S200 плюс SP026. Есть у нас S200 плюс SP020, тоже 60-ваттная. Ну и можно со 100-ваттной флексовой солнечной батареей купить тоже комплект. Цены вы уже можете сами посмотреть на сайте производителя. На немецком сайте примерно все то же самое показывают. Ничего нового из картинок мы тут не видим. Только видим, что у нас тут комплексная защита через BMS. Здесь BMS-инвертор, по сути, стоит, который именно защищает очень все хорошо. Слушайте, ну что, можем идти и уже делать какие-то тесты. Единственное, что знаете, что здесь показывают? Что у нас DC 5521, который он 36 ватт максимально. Да, вот это вот немаловажный аспект, который мы там не увидели. В остальном все мы с вами сейчас проверим. Давайте, короче, так. Я вот вам сейчас перешел на тесты и сразу показываю вариант, когда я заряжаю много устройств. И он заряжается одномоментно. Вот чтобы вы понимали. Вот прелесть этого пауэрбанка, вот этой микро-пауэр-станции в том, что она может и заряжаться, мы видим input 35, и выдавать 23 ватта. Вот сейчас у меня заряжается батарейка от дрона вот маленького. И тут мы когда выезжаем на съемки, то у меня такой есть дрон для постановки сцены, да. Есть у меня вот камера моя там регулярная для съемки, допустим, там хромакея и всего остального. То есть есть вот то, что сейчас заряжается. При этом у меня все это одновременно еще заряжается и смартфон. Пожалуйста, на быстрой зарядочке. Вот видите? Быстрая зарядка. И плюс у меня еще есть, вот, пожалуйста, беспроводная. То есть я могу поставить беспроводная у нас, ну, в данном случае он будет заряжаться 7 ватт. Вообще 5 вольт 1 ампер, 2,4 ампера максимально. В данный случай вот эта штука будет заряжаться 7 ватт. Теперь давайте все отключу и покажу некоторые особенности и стандарты быстрой зарядки. По поводу вот этого вот момента розетки, ее мощности и вообще суммарной мощности, как мы пытались достичь. Вы сейчас видите вставку, где у нас два ноутбука одновременно подключено. Справа у нас через Type-C берет, слева берет у нас через розеточку. И спокойно он держит нормально так заявленные, скажем так, характеристики по выходному напряжению. Как вы поняли, ну по роутерам вы до этого поняли, да? Теперь по моменту, лисица, убирай, пожалуйста, вот эту лампочку, она нам больше пока не нужна. То есть мы уже этот момент выяснили. По моменту зарядки. Смотрите, что же он может заряжать и как он может заряжаться. От Type-C, как я уже говорил, ну вот он фактически, он может заряжаться, сейчас покажу, 36, 42, 48, 55, ну 60 ватт. Вот сейчас он 59 взял. И одновременно вы можете воткнуть еще DC от зарядки. Вот покажи, пожалуйста. Вот я сейчас заряжаю Ugreen, который 60 ватт Delivery нам выдает через Power Delivery. Вообще-то 140-ваттный Ugreenчик, советую. Ссылку закинь, пожалуйста, в описании под видео, ребятам. И есть у нас, видите, он сейчас 95 ватт берет. То есть он просто тупо заряжает 95 ватт из двух источников. При этом вы можете один источник через Type-C заряжать, вторым источником через ту батарею солнечную, которую я вам показал. Воткнули. Отдельно он заряжает у нас, сейчас он выровняется, 36 ватт через DC, максимально через вот этот вот блок питания, что тоже очень даже неплохо. Мы видим у нас, видите, информативное окно, очень классно. Давайте так, сейчас мы с вами посмотрим через Type-A, какие стандарты зарядочки он поддерживает. Давайте. На Type-A здесь все предельно просто. 5 вольт 2,4 ампера Apple или BC1.2 это 5 вольт 1,5 ампера. Больше ничего на Type-A у нас нет. На Type-C он поддерживает практически все, кроме Oppo и MTK, пока он там допроверяет. Вот, пожалуйста, у нас практически здесь ничего нет, кроме обыкновенных стандартов зарядки. И, в принципе, камеру, да, я там могу заряжать. На порт Type-C
у нас с вами есть Power Delivery 60 Вт. У нас есть, пожалуйста, Power Delivery 2.0, 3.0. Есть BC, есть Apple 2, есть Quick Charge 3 до 12 вольт, Quick Charge 2, Quick Charge 3, или Quick Charge 3 нету, сейчас подождем. Samsung HFC 9 вольт, FCP 12 вольт, SCP 25 ватт, ну и МТК у нас нет. Вот, пожалуйста, все стандарты зарядки, которые он поддерживает. Quick Charge 3 нет, есть Quick Charge 2. Не так уж и страшно. Ребят, проверять мощность нет смысла, потому что мы ее уже вам показали, по сути. Давайте еще запустим вот такую штуку, да, там, беспроводной по роутерам, вы уже видели. Честно говоря, Powerstanция идеальна. Была бы она еще UPS, было бы вообще топово. Но UPS, мы понимаем, что стоила бы она тогда не те деньги, о которых мы с вами говорили. Советую сразу покупать, хотя отдельно можно. Я ее оставляю себе. Никаких продаж от меня их не будет. Это я, честно вам скажу, купил маме, поставил ей на роутеры. Она включает, именно когда пропадает у нее свет, потому что у нее бывает, у нее частный сектор, там поселок, бывает, выключают. И просто так какие-то ремонты. Она включает медиаконвертер, просто переключает сюда удлинитель, и у нее все работает. Быстро заряжается, быстро работает, можно заряжать и работать одновременно, можно заряжать много устройств, можно просто ее с собой брать в путешествие с солнечной панелькой, вообще отлично. Поэтому я ее рекомендую, ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.